Что ж, сейчас вам расскажу, как эффективно пользоваться PyCharm. Решил записать это видео, чтобы самому закрепить некоторые полезные хоткеи. В процессе частенько забываю их и перехожу к помощи мышки или других ненужных манипуляций. Можно вообще писать код, не прикасаясь к мышке. К этому я стремлюсь и всем советую. В PyCharm во вкладке Help вы можете найти много полезных штуковин, например, IDE Features Trainer, который показывает работу хоткеев на практических примерах. KMap Reference открывает PDF-файл со всеми сочетаниями клавиш. Удобная штука, всегда можно обратиться к ней и подсмотреть что-то. Итак, начнем с эффективного перемещения по коду. Сразу нужно отметить, что все клавиатурные комбинации будут в английской раскладке. British? С помощью сочетания клавиш Alt, Right, Left можно перемещаться между файлами. Я вот любитель брать мышку, наводить на файл. Зачем, если можно, не отрывая рук от клавиатуры, использовать легкое сочетание Profit в человека-часах. Вы всегда можете разделить экран PyCharm на две части для параллельной работы. Это иногда очень удобно. Можете разделить горизонтально и вертикально. Не советую тут строить большую иерархию файлов, это редко когда может пригодиться. Поберегите мозг, избавьте его от такой многозадачности. Клавиша Home ставит курсор в начало строки, на которой он находится. Ctrl Home перемещает вас в начало файла и ставит курсор, соответственно, туда же. В обратную сторону работает клавиша End. Эти сочетания работают так практически в любых программах, так что берите на заметку. Ctrl Up перемещает вас на одну строку вверх по коду, но оставляет курсор на месте. Ctrl Down переносит вас в параллельное измерение. Вы созерцаете великое фрактальное подобие, и вам уже все понятно в этом мире. Ctrl и квадратные скобки перемещают курсор в начало или конец логического блока, класса, функции, цикла и так далее. Та же самая комбинация с Shift выделяет этот блок. Сделаем какие-нибудь действия в файле. Добавим строку в конец и импортируем библиотеку OS для примера. Ctrl-Alt-Left возвращает вас к прошлому действию в истории. Right перемещает вперед. Ну просто мега полезная фича, позволяет вам перемещаться по коду в процессе написания гораздо быстрее. Ctrl-Shift-Backspace перемещает к месту последнего изменения в коде. Ctrl-B перемещение к реализации. Можем посмотреть код библиотеки. Можем посмотреть, где используется какой-либо элемент в нашем коде. Очень полезно, нужно почаще использовать. Закладки, значит. F11 просто ставит закладку. Прикоп 3 см. Вы можете сделать множество таких в вашем коде, например, на функциях. Потом нажать Shift F11 и спокойненько найти ее. Тут даже превью есть в поиске, просто сказка. Важную закладку можно забиндить на какую-то цифру. Для этого нажмем Ctrl F11 и выберем цифру. Перейти к ней можно быстро с помощью Ctrl плюс та самая цифра. Очевидно, нумерованные закладки нужно ставить в важных местах, куда вы часто возвращаетесь. Что я недавно сделал, что все логические блоки кода свернулись. Я нажал Ctrl-Shift-, что означает свернуть весь код. Как вы уже догадались, клавиша плюс или равно все это дело развернет обратно. Эта же комбинация без Shift будет работать с отдельным логическим блоком, например, с функцией, циклом, классом. С условием такое не прокатит. Еще это работает с импортами и комментариями. Двойное нажатие Shift, поиск везде. Также есть отдельные команды. Ctrl-N для классов, Ctrl-Shift-N для файлов, Ctrl-Alt-Shift-N для символов и Ctrl-Shift-A для действий. Сложно! Ctrl-E показывает недавно использованные файлы. Та же комбинация с Shift показывает недавние места, в которых вы были. F5 делает копию файла. F6 перемещает файл. Также можно перенести отдельно классы, функции и экземпляры классов. Хоткеи для редактирования кода. Первое сочетание самое вкусное – Ctrl-W.
Выделение кода с учетом синтаксиса. Чтобы лучше понять, как оно работает, нужно самому в процессе понажимать и посмотреть. Супер полезная фича. Ctrl-Y – удаление всей строки, на которой находится курсор. Shift-Delete тоже удаляет строку, но курсор переносится в начало, в отличие от предыдущей комбинации. Команда копирования Ctrl-C без выделения также работает для всей строки. Стандартные Ctrl-Backspace – удаление от курсора до начала слова и Ctrl-Delete, соответственно, до конца слова. Ctrl-D – дублирование текущей строки. Alt-Shift-Down или Up – перемещение строки, на которой установлен курсор. Есть аналогичная команда, но только для целых логических блоков – Ctrl-Shift-Down и Ctrl-Shift-Up. Alt и клик левой кнопкой мышки – мультикурсор. Можно поставить множество курсоров сразу. Ctrl-Alt-L – форматирование кода в соответствии с настройками Code Style. Если добавить Shift к этой комбинации, можно дополнительно выбрать настройки форматирования, применять код к целому файлу, выделенному участку или только изменения в системе контроля версий. Также можно выбрать оптимизацию импортов. Вот пример оптимизации импортов. Ctrl-Alt-T – обертывание кода в блок if, while, try и другие. Обратная команда вызывается сочетанием клавиш Ctrl-Shift-Delete. Alt-J – выбрать символ на курсоре. Повторяем комбинацию для выделения следующего появления этого символа вместе с первым. Это же сочетание с Shift отменяет последнее выделение. Ctrl-Shift-Alt-J выделяет все появления символа в коде. Что ж, это далеко не все хоткеев по HR, но все знать и не обязательно. Я думаю, с таким набором уже можно гораздо быстрее и эффективнее писать код и облегчать себе тем самым жизнь. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!